Компания Mercedes-Benz представила флагманский электрокар EQS с индексом кузова V297, который позиционирует как первую люксовую модель зеленого суббренда Mercedes EQ. После длительной тизерной кампании немцы наконец полностью рассекретили флагманский электрокар EQS, ставший зеленой альтернативой седану S-класс с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Кстати, полные презентации и подробные медиаматериалы вы можете найти на моем втором канале. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Mercedes-Benz EQS стал первой серийной моделью на новой электрической модульной тележке MEA, где батарея является частью силовой структуры. Позже эта платформа ляжет в основу других розеточных автомобилей бренда, относящихся к разным классам. Чтобы EQS не воспринимался электрическим S-классом, дизайнеры и инженеры использовали другой образ. Mercedes EQS не седан, а пятидверный лифтбэк с большой крышкой багажника. Объем отсека от 610 до 1770 литров. У лифтбэка короткие передние и задние свесы, а салон сдвинут вперед. С некоторых ракурсов может показаться, что машина по габаритам сравнима с моделью CLA, но на самом деле по размерам она близка к S-классу. Длина, ширина и высота равны 5216 мм, 1926 мм и 512 мм соответственно. Таким образом, EQS расположился между коротким 5179 мм и удлиненным 5289 мм вариантом S-класса. Лифтбэк Mercedes-Benz EQS стал обладателем самого низкого среди серийных машин коэффициента аэродинамического сопротивления – всего 0,2 против 0,22 у S-класса. Достигнут он не только за счет обтекаемой формы кузова, но также за счет плоского днища, утопленных ручек и специальных колес от 19 до 21 дюйма. Вдобавок, низкое аэродинамическое сопротивление способствует снижению шума ветра в салоне. Фирменный штрих EQS – это черная заглушка на месте решетки радиатора, которую за доплату можно украсить объемным узором из множества трехлучевых звезд, основанных на ранней эмблеме Daimler. В зависимости от исполнения Mercedes-Benz EQS положена технология умного головного света Digital Light, представленная 2 года назад на седанах Mercedes-Maybach. В каждую фару электрокара интегрирован управляющий чип и 1,3 миллиона микрозеркал, с помощью которых оптика проецирует на дорогу предупреждающие символы с разрешением более 2,6 миллиона пикселей. Также Mercedes EQS имеет безрамочные двери с утопленными в кузов ручками, а за доплату двери можно оснастить автоматическим электроприводом. Когда владелец приближается к автомобилю, утопленные в кузов ручки дверей выдвигаются, а если он подойдет на расстоянии 1,5 метров, автоматически откроется водительская дверь. С помощью системы MBUX прямо из салона можно открыть задние двери. Интерьер серийного флагмана EQS был показан в конце прошлого месяца. В компании разработали 2 варианта приборной панели. Главной особенностью богатых исполнений стал опциональный комплекс MBUX Hyperscreen с тактильной обратной связью, растянувшийся почти во всю ширину передней панели – 56 дюймов. Под стеклом, сформованным при температуре 650 градусов Цельсия, чтобы избежать искажений, работают 3 дисплея с диагоналями на 12,3 дюйма для водителя и пассажира, а также на 17,7 дюйма в центре. У центрального дисплея тактильный обратный отклик осуществляет 12 актуаторов, а за работу всей системы отвечает 8-ядерный процессор с оперативной памятью на 24 гигабайта. Центральный и пассажирские экраны выполнены по технологии органических светодиодов OLED и имеют повышенную контрастность. Если кресло пассажира не занято, то на этом экране отображается заставка. Имеется и проекционный экран перед водителем с поддержкой дополненной реальности, выводящий данные на лобовое стекло и в топовом варианте покрывающий область, аналогичную 77-дюймовому телевизору. Еще разработчики обещают искусственный интеллект, то есть программу самообучения. Мультимедийка сможет предлагать те или иные функции, к которым водитель или пассажир периодически обращаются.
Штатный навигатор электрокара умеет находить быстрейший путь, учитывая оставшийся заряд батареи, а также множество других факторов от пробок до расположения зарядных станций. Причем система будет по возможности строить маршруты ближе к станциям, добавленным вручную, и рассчитывать ожидаемую стоимость зарядки. Еще экран для пассажира будет автоматически затемняться, если водитель начнет отвлекаться на него во время езды. За его взглядом будет следить специальная камера. Она же связана с системой контроля усталости водителя, которая разбудит его предупреждением, если он начнет засыпать за рулем. Ну а вот базовый интерьер легко спутать с салоном нового S-класса. Перед водителем расположена цифровая приборная панель со знакомой диагональю 12,3 дюйма, а по центру прописался сенсорный экран на 12,8 дюйма. В таком исполнении есть и физические кнопки. Топ-версии электромобиля оснащены 710-ваттной аудиосистемой Burmester с 15 динамиками, обеспечивающей объемный звук. Она умеет имитировать звуки двигателя внутреннего сгорания или же совместно с подсветкой салона создавать акустические пейзажи, звуки дождя, леса или морского прибоя. В оснащении предусмотрены подогрев и вентиляция всех сидений, разные программы массажа, панорамная крыша с двумя секциями, а также медиасистема для задних пассажиров, 2 экрана по 11,6 дюйма и съемный планшет в подлокотнике. Пока что модель дебютировала с 2 вариантами силовой установки. Младшая из 2 версий, EQS 450+, получила один силовой модуль, установленный на задней оси. В его состав входит электромотор Bosch с внутренним охлаждением ротора, трансмиссия с фиксированным передаточным числом и силовая электроника. Электромотор выдает 331 лошадиную силу и 586 ньютон-метров крутящего момента, разгоняя электрокар с места до первой сотни за 6,2 секунды, при этом расходуя от 16 до 19,1 кВт-часа энергии. Емкость тяговой батареи 107,8 кВт-часа, тогда как у Tesla максимум 100 кВт-час, а Porsche и Audi предлагают не более 93,4 кВт-час. Заявлено, что 450 может проехать на одной зарядке до 770 км. Но более реалистичный показатель по циклу WLTP – 530 км. Альтернативный вариант – это EQS 580 4MATIC с 2 электромоторами и пиковой отдачей в 523 лошадиные силы и 855 ньютон-метров. Такой лифтбэк весит 2 тонны 585 кг и имеет аналогичную батарею, а его дальность хода почти 500 км в комбинированном цикле WLTP. 100 км в час полноприводный электрокар достигает за 4,3 секунды и потребляет от 16,9 до 20 кВт-часа энергии на каждую сотню пути. Максимальная скорость у обеих версий одинаковая – 210 км в час. В планах есть как более простая версия с 90-киловаттным аккумулятором, так и экстремальный вариант AMG с силовой установкой, развивающей 761 лошадиную силу. Ровно столько же выдает двухмоторная установка Porsche Taycan Turbo S. Электросистема у Mercedes не самая передовая. Если Porsche Taycan и Mercedes e-tron GT имеют 800-вольтовую тяговую электросеть, то здесь она 400-вольтовая, как у Tesla, а максимальная мощность зарядки 200 кВт против 250-270 кВт у основных конкурентов. На ее полную зарядку от 11-киловаттного устройства переменного тока уйдет 10 часов, от 22-киловаттного – 5. Также поддерживается зарядка постоянным током мощностью 200 кВт. В этом случае можно пополнить запас хода на 300 км за 15 минут, а полностью зарядить батарею за полчаса. Также Mercedes-Benz обещает, что ее ресурса хватит по крайней мере на 10 лет или 250 тысяч километров пробега. Разумеется, предусмотрена система рекуперации энергии мощностью до 290 кВт с 3 уровнями интенсивности, возвращающая энергию обратно в батарею при торможении. Она автоматически активируется при отпускании педали акселератора и позволяет замедлиться до полной остановки без использования педали тормоза. Mercedes-Benz EQS по умолчанию оснащен пневмоподвеской Airmatic с электронно управляемыми амортизаторами ADS+, которые задают характеристики демпфирования для каждого колеса по отдельности, обеспечивая постоянный дорожный просвет независимо от рельефа дороги и нагрузки.
Например, если EQS в режиме комфорт разгонится выше 160 км в час, Airmatic опустит кузов на 20 мм и вновь поднимет, если скорость упадет ниже 80 км в час. Подобно S-классу задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса. За отдельную плату угол поворота можно увеличить до 10 градусов. Причем эту опцию можно заказать не только при покупке машины, но и во время эксплуатации. EQS стал первой моделью Mercedes-Benz, часть функций которой можно активировать в онлайн-магазине уже после покупки, простым обновлением программного обеспечения по воздуху. До 350 различных сенсоров EQS ежесекунда просматривают окружение и салон автомобиля, считывая дистанцию до впереди идущей машины и ее скорость, уровень освещения на дороге, осадки, температуру, а также наличие пассажиров на заднем ряду. В топе доступен пробочный автопилот Drive Pilot, то есть автопилот второго уровня, который распознает профиль дороги и светофоры и может взять на себя управление, поддерживая расстояние до машины спереди на скорости до 60 км в час. Парковать EQS можно с помощью смартфона, а если на закрытом паркинге есть система датчиков, то машина может отправиться на место стоянки в полностью автономном режиме. По умолчанию в оснащение входит комплекс систем безопасности Pre-Safe, оберегающий пассажиров от ударов спереди и сзади, а также от оглушения. Но за защиту при ударе сбоку придется доплатить. За нее отвечает опциональная система Pre-Safe Impulse Sight, создающая виртуальную зону деформации, направляя энергию в нижнюю часть автомобиля. Производство электромобилей Mercedes-Benz EQS организовано на том же заводе Factory 56, где делают новый S-класс. В Европе и США продажи пятидверки стартуют ближе к осени текущего года. Также модель появится и на российском рынке. Как вы думаете, сколько будет стоить новый Mercedes EQS в России? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.